Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Геннадий М. на связи прямо сейчас. Геннадий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, рад вас видеть. Взаимно. Очень нужно вдумчиво проанализировать все, что с нами происходит, тем более, что какие-то неимоверные вещи, да, творятся, постреливают США с Ираном, говорят, не-не-не, это не нарушает перемирие. Израиль попер на Ливан, говорит, достали ваши дроны. И вы знаете, вот здесь как раз-таки, может быть, и кроется вот это вот столкновение, да, смысл этого столкновения поколений, разного рода войн и так далее, потому что получается очень интересная картина. Дроны донимают, и страна, которая там донимает другую страну дронами или имеет преимущество, может быть вообще любого размера. Единственная, скажем так, история, когда это все может прекратиться, это вот как Израиль показал, надо переходить в атаку и занимать ту территорию, да, чтобы дроны не летели, надо, так сказать, заходить на территорию другого государства. Сегодня очень много есть высказываний о том, а что из себя представляет российско-украинская война. Есть разные там данные о том, что дроны стали какие-то другие, особо опасные, и, в общем-то, как бы перелом намечается в войне, и сроки называются разные. Издания пишут, что 2-3 года Зеленский приказал воевать. Меркель выходит, говорит, через 10 лет, смотрите, какая война закончится, Украина будет свободная, замечательная. Зеленский же сам депутатам своим рисует до ноября этого года. Зависит ли технология войны от сроков? И что сейчас можно сказать о сроках продолжения российско-украинского противостояния? Да, по конспирологической теории мы с вами как-то это обсуждали. Там в мае она могла вполне закончиться. Для этого было все. И была полная уверенность, в первую очередь, руководства США. Соединенным Штатам это необходимо на данном этапе развития своего конфликта. Необходимо более всего, да, скажем так. Вот. И поэтому усилия определенные были предприняты. Была предпринята масштабная атака американских спецслужб на ближайшее окружение Зеленского. Собственно, но мы видим, что Зеленский такой несломленный боец, его вообще ничего не убеждает, вот, а фактически открыть дело против него лично, то есть назвать того самого Володю из династии, ну, видимо, посчитали пока преждевременным, не назвали. В общем, вот так. Поэтому, то есть, но Зеленский сам по себе, даже когда Ермак сидел в СИЗО, показал, что он боец, что он вообще ничего не боится, будет идти до конца. Я думаю, что если глобалистам нужен был очень грамотный руководитель Украины, они нашли, наверное, самого лучшего. Мне кажется, любой другой человек на его месте, вот там был бы Залужный там, или еще кто-то, да, он бы был как бы более осторожным и менее таким отъявленным, менее таким смелым, как Зеленский. Зеленский оказался очень смелым. Его вообще ничего не страшит. Поэтому то, что он говорит, что 2-3 года, ну, представьте себе, у вас, ну, у какого-то человека, например, онкология, рак. Ему врачи говорят, вам жить осталось 30 дней. Вот. А здесь приходят новые анализы, новые лекарства и говорят, слушай, да у тебя тут рецессия, значит, не наблюдать, тут все, значит, пошло на поправку. В принципе, есть даже шанс все это вылечить, этот рак. И ты, в принципе, можешь жить бесконечно долго. Ну, как минимум до 3 лет. Вот приблизительно такое же состояние. Потому что были моменты, когда казалось, что вот-вот власть Зеленского закончится, под давлением США будут подписаны какие-то перемирия, будут какие-то перевыборы. И, в общем, на этом может все закончиться. Какой-то там ему Залужный угрожает из Лондона, еще кто-то ему там угрожает. И все нет. Спектакль продолжается. Кровавый, к сожалению. Но есть определенные ограничения. Теперь, что касается войн нового типа. Мы с вами за последние 4,5 года были свидетелями, наверное, 5-кратного, 5 раз менялась основная тактика войны. Мы прямо ее увидели с вами. Дроны всегда в ней играли важную роль.
Но давайте подумаем вот на такую тему. Способны ли дроны кардинально изменить ход этой войны? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что если мы сейчас посмотрим чистую статистику, от чего погибают бойцы ВСУ на фронте, то абсолютное большинство из них, львиная доля, погибают от артобстрелов РСЗО и ФАБов. Все, вот кабы. Это большая часть. От дронов, да, от дронов тоже пятая часть, наверное, погибает. Но дроны, они больше не по личному составу работают, а они работают, нарушая вот логистику. Вот. Дальше. Мы должны здесь учитывать такой фактор, как вот тот самый пресловутый искусственный интеллект. Он точно работает. Потому что украинские дроны стали намного менее уязвимы благодаря одной израильской компании, которая поставляет ПО, включая искусственный интеллект. То есть, украинские дроны – это не просто, значит, нечто с моторами и палками, собранное в гараже, да, это еще нечто, в котором применяется модели искусственного интеллекта обхода рэп, смены частот, модуляции, использование широкого спектра шума там, и так далее. И другие специальные радиотехнические термины, которые там нашим зрителям в основном недоступны. Но чтобы вы понимали, что и Антропик, в принципе, и Палантир работают на организацию логистики. Сейчас в войне самое главное – живая сила и логистика. Причем даже живая сила, скорее всего, она может являться в ближайшее время ограничением для Украины. Она может являться ограничением для Украины, потому что здесь человеческие ресурсы не бесконечны, но они еще есть. Достаточно 2 указов президента, и появляется 1,5 миллиона новых, собственно, рекрутов. Да? То есть, в виде молодежи, там, начиная с 18 лет, в виде определенной категории женщин или просто женский призыв. Это способно увеличить живую силу. Вот. А вот этот фактор искусственного интеллекта и новых технологий действительно нами сейчас пока еще до конца не учитан. Но можно констатировать тот факт, что украинские беспилотники пока что имеют преимущество, и это преимущество нарастает именно за счет искусственного интеллекта. Это первое. Второе. Управление логистикой и боем. Если российские вооруженные силы работают по учебникам Генштаба советским пока что, хотя во многом применяют там современный опыт, то и, кстати, инициатива в российской армии наказуема, потому что единоначалие, вертикаль власти, все решения жестко должны согласовываться с Генштабом. Украина сделала децентрализованную сеть принятия решений, и количество решений, которое было сброшено на локальные подразделения, не обязательно их все слать в Киев, там куда-то в Генштаб, чтобы их утверждали, оно гораздо больше. Поэтому здесь можно сказать, что это тоже технология. Ее нельзя сбрасывать со счетов. И это великая технология. Да? Когда скорость принятия решений на местах, она почти мгновенная. То есть, человек, наделенный полномочиями там, командира бригады, не обязательно должен вникать, что у него в батальонах боевых происходит и в опорниках. Там на месте очень грамотно принимается решение. Дальше. Система управления боем. Это очень интересная система, когда командование видит каждый объект на поле боя, оно знает состояние этого объекта, оно знает, в каком месте находится логистика, то есть подвоз боеприпасов и так далее. И странно, это сделано на базе новой почты, на базе его ПО, который работает гораздо более эффективно и даже более скрытно, чем централизованные поставки с зелеными машинами, с буковками Z по дорогам общего пользования. И правильно здесь вот мы с вами говорим, мы сейчас увидели вот эту дорогу, собственно, Мелитополь-Мариуполь, которая фактически сейчас подвергается выборочному обстрелу. И там плечо бывает 120-150 километров от линии боевого столкновения. Уничтожаются военные транспорты. Что касается Украины, то просто по дорогам общего пользования ездят фуры, обычные гражданские, на которых может написано все, что угодно.
пиво «Оболонь», там непонятно что, это все привозится на склады. Да, со временем такие склады вычисляются, да, со временем наносятся ракетные и удары беспилотников в России по складам АТБ, которые, казалось бы, ничем военным не занимается. Да, разнесено достаточно уже десяток складов Новой почты. То есть, понятно, да, что Новая почта этим занимается. Но я хочу сказать, что здесь еще такой фактор, который многие не учитывают, что все эти факторы, и искусственный интеллект в беспилотных системах, искусственный интеллект в беспилотных разведывательных системах, искусственный интеллект в системе управления боем, в системе управления логистики соединен воедино. И он, как бы Украина не была коррумпирована, как бы там ни работали какие-то чужие интересы, вот все, что касается фронта, да, здесь все работает слаженно. Да, понятно, что везде есть коррупция, она везде есть. Везде есть продажа оружия. Да, говорят, что Украина является самым крупным сейчас поставщиком оружия на серые и черные рынки. С этим все понятно. Но что касается самой организации военного дела, то она перешла на совершенно новый уровень. И вот эта организация сама по себе, да, она реально способна повлиять на ход ведения войны тем или иным образом. Ну, тут я хотел бы одну очень маленькую мысль, ремарку, да, вставить. Геннадий, тогда получается, война становится смыслом существования государства. Военная система заменяет собой в общем, все системы жизни страны. Да, просто в организации всех систем жизни своей страны существуют финансовые потоки и финансовая модель организации управления на местах. И какой-нибудь сверхкоррумпированный, уже вообще клейма негде ставить, там мэр Днепропетровска, ну просто у которого жена там просто постит шикарные фотки с каких-то курортов во время войны, да, и у которого находят огромные активы в самых дорогих районах Франции и Испании, и, в общем, и какие-то там, какую-то недвижимость, какие-то огромные деньги. Понятно, что здесь система работает неэффективно. Но, тем не менее, это система гражданского управления, которая в украинской политической практике всегда была чрезвычайно, максимально коррумпирована. Максимально, чрезвычайно коррумпирована. Сказать, что в России происходит что-то другое, это вообще ничего не сказать. Полная зеркальная калька. То есть, просто взять посадки губернаторов теперешних и там любого какого-то министра областного правительства России, у которого там находят палеты с деньгами из сотни килограммов слитков золота и всего прочего, точно так же работает неэффективно. Но что касается системы военного обеспечения и военного управления, мы должны понимать, что это военное обеспечение, военное управление осуществляется на деньги Запада, на деньги НАТО, на деньги западных спецслужб. И за ним особый контроль. Это первое. Второе. В системе военного управления, я имею в виду логистика, система управления боем, стратегии, там нет такой коррупции, которая есть в гражданской системе Украины. Да? Все понятно, что эффективность могла бы в разы вырасти. Эффективность управления страной во время войны могла бы в разы вырасти, если бы уничтожить все системы коррупции, которые там существуют. То есть, в принципе, я могу сказать так, что если процентов на 80 побороть коррупцию в украинском управлении, то не надо было бы призыв дополнительный делать. То есть, система военного управления стала бы настолько эффективной. Но, как это ни странно или не печально, то же самое можно сказать и про российскую систему военного управления. Там очень много непонятного, необъяснимого. Что-то куда-то уходит. Везде эта система работает крайне неэффективно. И я, например, уверен, я точно знаю, что у этой системы есть внешнее управление. Через агентов влияния, через медийку, через СМИ. Полно
необъяснимых вообще, ну, правда, там недоказуемых пока, но необъяснимых связей. И, в принципе, когда мы пытаемся увидеть какие-то неустройства в обществе, в стране, и пытаемся ответить на вопрос, что это такое, это глупость или измена, то в 99% случаев это измена. Это никакая не глупость, потому что все глупые уже умерли. То есть, это измена. Тогда вопрос, если и там измена, то есть, на кого они вообще работают? Они работают на глобальные центры силы, которые бесструктурно, то есть, там нет прямого приказа, я приказываю командиру бригады там какой-то отойти или еще что-то. Нет, там такого нет. Они работают бесструктурно, и сама система построена так, что там будет большое количество неоптимальных решений, ну, это я мягко говорю, совсем неоптимальных решений, как с той, так и с другой стороны. А теперь насчет перспектив. Меняются ли они с новым оружием? Александр, ну давайте честно. Если посмотреть блок новостей украинских военных блогеров, военных СМИ, картина создается одна. Если посмотреть российских, она создается другая. Но есть, как сказать, объективный взгляд на карту. Если мы с вами посмотрим на карту, есть движение в ту и в другую сторону, но особого движения нет. И поэтому развитие всех этих новых систем, вот вы спрашиваете, оно может повлиять на более быстрое окончание войны, да? На победу той или иной стороны или на заключение мира? Нет, не может. Наоборот. Появление все новых и новых систем, как с одной, так и с другой стороны, цементирует эту линию фронта годами на одном и том же месте, там с небольшими изменениями. То есть, Ну, просто опять-таки, стойте, затягивает войну. И у нас Подождите. с вами возникает вопрос, а не это ли главная цель глобальных организаторов таких войн? Не это ли главная цель? Тянуть время, истощать ресурсы человеческие, физические, материальные ресурсы для подготовки к чему-то главному, к чему-то большему. И Вот. я прихожу лично к выводу, что да, цель именно в этом. К чему-то большему. Ну вот смотрите, тут же очень важный, да, какой-то такой эпизод. И, ну вот, Зеленский сегодня в Швеции. Да. Отправляется туда, говорит, будут Гриппины, будет все замечательно. В конце года первые там поставят 20, и пилоты будут, и, в общем, и одни, и вторые, и там ракеты «Метеоры», в общем, класс. Но тут очень важно понимать, хотя сам говорит, что война до ноября, тоже парадокс. Ну да ладно. А, Здесь очень важно, мы пытаемся проанализировать то, что уже было, и то, что было, наложить на вот предположение, что будет. А если есть глобальная цель, вот эта, о которой вы говорите, и если мы принимаем действительность, что тягучесть этой войны и является глобальной задачей поставленной, причем, смотрите, российской стороне поставленной ровно как и украинской стороне. Ну вот, давайте объективно, да, вот смотрите, сейчас над Киевом нависает угроза. Шойгу сегодня выходит и говорит о том, что мы там в любой момент ударим по Киеву, вот и все. Возникает понятный вопрос. Если у вас, ну, я про российскую сторону, есть опция уничтожить Киев, ну, сделать его безжизненным и этим самым как бы надавить на происходящее в войне. А почему сейчас вы это предпринимаете? Ну, то есть, кто скажет, это месть за Старобельск. Этих Старобельсков на протяжении всей войны, 4, не преуменьшая, конечно, трагедию, жертв и так далее, было порядочно. Ну, то есть, и в дома влетало, и Крокус сравнивают и связывают российская сторона с участием каким-то, то ли заказом, то ли участием украинской стороны. И много было поводов, да, для вот введения этой опции. Кто тогда командует введением той или иной опции в эту войну?
я сейчас не про оружие, а именно про как бы усиление. Вот, кто командует эскалацией в таком случае? И вот что вы думаете по поводу вот этого, скажем так, нависающего меча, занесенного над Киевом? Зеленский-то в Швеции. В Швеции. Это четкий сигнал, что близится, видимо, этот удар. Может, этой ночью, может, следующей. Ну, во-первых, удары по Киеву изменить ход войны глобально не смогут ровно до той степени, пока не начнут применяться тактические ядерные заряды по Киеву. Вот если по Киеву начнут применяться тактические ядерные заряды, ну, не знаю, там 25-50 килотонн, это, да, это может изменить ход войны, но если мы с вами предположили, я предположил, я не знаю, что вы думаете на этот счет, но я лично предположил, что планы совершенно в другом, и нет такого плана закончить ее сейчас, эту войну, с обеих сторон, то вся эта поддержка с одной и с другой стороны, или эскалация с одной и с другой стороны, она служит одному – балансу. Вот, например, Киев начинает там сильно сдувать по каким-то флангам. Ну, вот там начали там, энергетику бомбить, значит, начали охоту за тепловозами, теперь пошла взаимная охота за автозаправочными станциями. И вот, например, чувствуется, что есть какое-то прогибание на фронте. Раз Киеву поддержку дали немножко. Да, и, значит, Киев тут начинает выправлять ситуацию, начинает выравнивать там эти выступы, значит, начинает как-то усиляться. Ну, например, усилились те же беспилотники, или, еще раз говорю, мало кто это видит, но то, что на стороне ВСУ работает уже самообучаемый военный этот искусственный интеллект, это 100%. И в логистике, и в боевом искусстве, и так далее. Например, увидели, что Россия, да, начинает терпеть неудобства какие-то. Значит, дали возможность России наносить какие-то более точные удары. И пропаганда сама за этим, она, конечно, всегда описывает как все очень правильное. Вот тот же удар по Белой церкви, если почитать украинские источники, то разбили гаражный кооператив, причем не весь, а 3 или 4 гаража разбили. Если почитать другие источники, то именно там был ЗКП, потому что там стояла стратегическая авиация на Белоцерковском аэродроме. Там был ЗКП, и, собственно, попали по подземным. Если орешник стреляет, он глубоко бьет, он может на 100-120 метров поразить бункеры. И, значит, тут же приводят аналитику о том, что в Жешуве замечено движение именно вот этих вот медицинских бортов. Значит, туда были доставлены. Там, возможно, там был штаб управления именно беспилотными войсками. А, возможно, его там не было. Я могу сказать, то, что я сейчас наблюдаю, знаете, есть такое положение в теории систем, что система идеальна. То есть, люди любые, которые стараются найти какую-то неидеальность в системе, да, обречены на провал, потому что они не понимают, как она работает. Система идеальна, и она самобалансируется. И слушать то, что говорят там аналитики, первые лица, там, вот вы говорите, Шойгу там что-то заявил, что мы там нанесем. Я вам могу сказать так. Вопрос. Есть ли у России техническая возможность нанести массированный удар по Киеву, ну, как бы совсем массированный? Да, есть. Да, есть. И самое главное, что давайте даже не будем брать в расчет ядерное оружие, я имею в виду тактическое ядерное. Россия никогда этого не сделает по Киеву. Во всяком случае, и сейчас объясню. Потому что тот, кто первый этот сделает, будет объявлен врагом человечества, соберется тут же весь ООН, да, и будет предпринята гуманитарная интервенция. Я говорю, если это сделает Россия, если Россия применит ядерное оружие, да, например, по Украине, то просто соберется весь ООН, объявят Россию агрессором, хуже Гитлера, и сделают постановление лишить Россию вообще любого ядерного оружия, запасов ядерного топлива, ввести на объекты, ядерные объекты России контингент МАГАТЭ, НАТО, неважно чего, для контроля. А как вы это представляете?
Как бы Нет, ну много как смотрите, это. мы не можем, мы, Ну, имеется в виду, мир, не мы, а мир, не может у Ирана забрать ядерную пыль. А вы говорите, ООН примет нет, решение забрать, разоружить нет, Россию. здесь не идет речь о обогащенном уране у Ирана. То есть, все равно его американцы хотят забрать. Это их главная цель. И без этой цели Израиль их не поймет. Короче, они хотят это сделать. Вопрос-то в реальности, в возможности это сделать в Иране. Вопрос в реальности и возможности это сделать в Иране. Потому что Ирану сочувствуют 1,5 миллиарда населения, да, то есть страны, во-первых, мусульманские страны, они фактически ему сочувствуют, могут помогать. У Ирана есть союзники в виде России, Китая, КНДР, там еще ряда других стран. И Иран располагает очень сложной системой управления, у Ирана очень сложная местность. Вопрос-то в другом. США сейчас решают, начинать или не начинать наземную операцию. Потому что только наземная операция может положить конец. Но есть же золотая карта, козырь, Джокер, тактическое ядерное оружие. Если США нанесут массированный удар тактическим ядерным оружием, приблизительно 100, 150, 200 боезарядов тактических ядерных, во-первых, они им не отравят своих партнеров в Персидском заливе тактическим ядерным оружием. Ну да, там будет какой-то след, но это даже не выброс Чернобыльской атомной электростанции. То есть тактическое ядерное оружие, которое будет сосредоточено на ударах по подземным заводам иранским, центрам складирования, хранения урана там, и так далее, не нанесет. Но это откроет ящик Пандоры. Вот если США ударят по Ирану тактическим ядерным оружием, пусть даже не 150 зарядов, пусть 25, ну, к примеру, они ударят, это откроет ящик Пандоры, это совершенно точно. Тогда, вероятно, Россия может нанести тактический ядерный удар по, например, Польше или странам Прибалтики. И то вот в данной ситуации не может пока что. А нанесет только в том случае, если они осуществлят свои планы. А планы мы видим. Да? Сейчас переводится одна бригада из Германии в Латвию и Литву. Там порядка будет группировка 60 тысяч военнослужащих НАТО. И это делается для чего? Для того, чтобы элементарно перекрыть Балтийское море и озеро. То есть, это огромный канал не только снабжения России деньгами путем экспорта углеводородов, а это огромный канал для работы китайского шелкового пути, то есть главного компаньона России. И причем, как бы американцам даже не придется оправдываться перед китайцами, что мы такое сделали. Вы же посмотрите, что Россия творит. Видите? То есть, если будет предпринята попытка блокировки этого самого Балтийского моря, озера, если его заблокируют, если начнутся какие-то поползновения в сторону Ленинграда, и при этом уже осуществлена атака тактическим ядерным оружием на Иран, вообще никаких сомнений нет, что эту страницу истории мы уже открыли. Все. 100% будет нанесен тактический ядерный удар по военным базам НАТО в Латвии и Литве. 100% будет операция сухопутная в Латвии и Литве. 200%, что будет разбомблен Жешув тактическим ядерным зарядом, туда достаточно 50 килотонн, и от Жешува вообще ничего не останется. То есть, даже воспоминаний не останется. Это уже ничего работать не будет никогда. И, возможно, будет нанесен удар по Румынии, если начнется Приднестровская операция. Что значит «если»? Я бы заменил здесь слово «если» на «когда». Потому что подготовка к ней идет, и мы прям с вами это видим по открытым источникам, видим это каждый день. Это происходит, идет подготовка к усиленной эскалации. Конечно, Европа сейчас не готова. Конечно, Европе желательно до 28 года, чтобы Зеленский поддержал оборону, то есть продолжал истощать Россию своими ударами, особенно по нефтянке, по инфраструктуре. Вот. Но как бы у руководства России, которое приперто к стенке, у него есть всегда такой выход. Абсолютно есть всегда. Более того, я могу сказать даже так. Что касается Киева, из того, что говорит Шойгу. Я могу сказать, что есть такие разговоры. Ну, там, не в Генштабе. Я вот тут сижу на даче, мне птицы напели на ухо.
что если вот сейчас были испытательные стрельбы, когда баллистические ракеты ядерные с пустой болванкой были запущены с космодрома там Восточный по полигону Кура на Камчатке. Ну, там ракета пролетела там 8 тысяч километров и прям в точку попала. Все хорошо. Так вот, эта ракета способна нести не КАП-500, не 800, она способна нести тонны взрывчатки. Если вы позволяете себе израсходовать 4-5 баллистических ракет просто для учений, для того, чтобы показать, что смотрите, у нас все летает, да, то если в эти 5 баллистических ракет нагрузить обычного тротила, не ядерного никакого, да, и просто кидануть их там на Киев в каких-то местах, то мало не покажется. Будет смятение. Да, можно даже их... Это не то, что бомбежка там в ночь субботы на воскресенье, например, штаба сухопутных сил Украины, который уже года 3 как там не находится, а тем более ночью там вообще никого не было. Это понятно, что это не та история. А можно ведь бомбануть по тем местам, где действительно сидят. Ну, заранее предупредив. Кстати, опять это предупреждение пару дней назад пошло от России, что просим покинуть все посольства, Киев, там, потому что, возможно, там будет удар. Но, во-первых, вот эта сама риторика, серьезно, она не нравится никому. И к ней серьезно не относятся ни европейцы, ни украинцы. Так а почему? Да. Сегодня Да, прям целый скандал разгорелся вокруг этого. Покинули представители посольства США Киев, не покинули. Вот уже ближе к вечеру, да, моменту, когда люди видят этот разговор, Индия тут опоросилась, говорят, соблюдайте протоколы безопасности. Короче, все понимают, что угроза реальная. Но вот тот масштаб, о котором вы говорите, никто не чувствует. Почему? Ну, потому что... Слушайте, ну как в этом анекдоте про волка и мальчика, который бежал 10 раз, кричал волки, волки, да, а потом в конце концов они его съели. Когда пришли настоящие, ему никто на помощь не пришел. Вы понимаете, если вы говорите А, надо говорить Б. А если вы говорите А, и 4 года говорите А Б не наступает, то вы просто трепло, вам никто не верит. Вот в данном случае вот политическое руководство занимается вот этим запугиванием несуществующим волком. Потому что ничего из объявленных угроз не было. Причем я могу сказать как с одной, так и с другой стороны. Потому что Зеленский, Буданов, Подоляк, там другие официальные лица Украины, они уже и кофе в Ялте пили, и значит, что они там только не делали. И контрнаступ объявили, который, кстати, мог бы быть успешным, если бы его сделали правильно. Ну, его сделали неправильно. Значит, не стояло такой цели. Неужели вы думаете, что мы с вами понимаем, вот мы здесь сидим, диванные аналитики, да, и понимаем, как правильно делать удары военные, а они там, те, которые занимаются реальным военным планированием, они не понимают. Не, они все понимают. Судя по тому, как они ведут боевые действия, там достаточно компетенций. Там нет дураков, там нет идиотов, да, там есть изощренные, опытные военные, причем на опыте реально самой крупной войны 21 века в мире. Это самые опытные военные. Если где-то они и есть, то они есть в ВС РФ и в ВСУ. Эти опытные военные, они есть только там. Мы подходим. Неужели вы думаете, что они не могут спланировать успешное наступление? Конечно же могут. Но если мы с вами будем держать в голове основополагающую идею, что такая задача не стоит сейчас, то, наверное, у нас все сойдется. Я уже тут говорил свое мнение, что, вы знаете, если действовать в течение длительного срока крайне нелогично, абсолютно нелогично. А что значит нелогично? Нелогично это так, как от тебя не ждет противник. Противник ждет, что после такого-то ты сделаешь это. А ты делаешь не это или вообще ничего не делаешь. Так вот, если все время к ряду действовать крайне нелогично, то можно клиента размассажировать, расслабить до такой степени, что он просто потеряет всякую сенситивность вообще к любым угрозам. А когда клиент расслаблен, ну, я вот здесь вижу только одну логику, да, что то, что делает своими угрозами военное там или политическое руководство России, оно расслабляет противника. Когда клиент расслаблен, то России ничего не будет стоить. У нее есть на дежурстве ракеты баллистические, в том числе та же «Сатана» воевода, которая сделана на Южмаше, в Днепропетровском Южмаше. Они могут выпустить 8 этих выходящих из строя, которым уже более 45 лет ракет, на
наполнить их тротиловой боеголовкой и шизануть ими по Киеву. Я вас уверяю, мало не покажется. Если вы говорили с бойцами, которые на передовой были, когда прилетает КАП-500, то в радиусе 2 километров шапки сносит с головы, а деморализация наступает такая, то есть человек в 2 суток в себя прийти не может после этого. Понимаете? То есть такое давление на психику оказывается. Может ли это явиться каким-то поводом для коренного перелома в войне? Может. Может, если прилетит 8 или 10 ракет «Сатана», воевода СС-20, там, неважно, с полным боевым зарядом тротилом, то военное управление будет выбито на 2 суток, на 3. На фронте начнется непонятно что, да, во-первых. Во-вторых, будут выбиты системы управления, потому что понятно, что стрелять надо было не по заводу Артема, который уже 4 года не работает, там уже ничего нету, ни один дурак там ничего делать не будет. А стрелять надо было по дата-центрам и по центрам обработки информации, потому что вся украинская военная машина, она предельно кибернетизирована и снабжена ИИ, алгоритмами и так далее. Так вот, если вывести на 2 суток систему снабжения, связи, координации боевых действий, логистики на 2 суток, достаточно 8 ракет СС-20. И при этом не просто это вывести и сказать, смотрите, мы молодцы, мы как сделали. Не-не-не-не. При этом на фронте подготовить соответствующее наступление именно в тех местах, которые сильно зависят от логистики, от координации с центром. Тогда, конечно, будет результат. Но вопрос, я это понимаю. Я был в армии, я там что-то изучал, какие-то политинформацию слушал. Я это понимаю. А есть люди, которые закончили Академию Генштаба. Они это не понимают разве? Конечно, понимают. Ну, ровно так же, как и с мостами, ровно так же, как и с Бескидским тоннелем, ровно так же, как и с логистикой. Абсолютно верно. Где этот... Нет, знаете, есть такой момент военный насчет мостов. Мост не так просто ракетой убить. Во-первых, там, если бы она прилетала белке в глаз, ракета, это один вопрос, да. У ВСУ сейчас есть системы РЭБа, которые могут как-то воздействовать на беспилотники, которые не дают им точно прилететь, да. И есть еще какое-то ПВО осталось. Я вам скажу, что здесь опасность другая. Шойгу может пугать массовым ударом по Киеву. И мы с вами представляем это вот так, да, что прилетит вундерваффе. Ну, то есть, просто прилетят очень тяжелые старые ракеты, которые и так надо списывать, их напичкают тротилом и взорвут там все к чертовой матери. Да? Это может быть такое, вполне. А на самом деле будет просто массированный. Сейчас собирают, вы посмотрите на ежесуточные удары вооруженных сил России по Украине беспилотниками и ракетами. Они сократились до мизера. 100 штук, 120, а мы-то знаем, что производят 500, да? Значит, вы это куда-то накапливаете. Вот я думаю, что все может выглядеть так. В один прекрасный момент на Киев полетит 2000 беспилотников и порядка 150 ракет. Вот в это время. И эта атака будет продолжаться больше суток. То есть, они не в 1 час прилетят, они будут лететь беспрерывно в течение суток. И когда у разведки будет понимание того, что ПВО уже вся вскрыта и выбита, потому что именно на массированный удар рассчитаны те средства ПВО, которые Киев сейчас стягивает из других регионов Украины, включая западную часть. Там тоже охраняются объекты военные. Когда все ПВО будет выбито, то Россия предпримет такой риск просто, запустить туда бомбардировщики с бомбами. Вот это да. Если уже над Киевом начнут летать кабы, вот это, наверное, да, это, наверное, может все изменить. Вопрос в другом. Была бы на то политическая воля. Я просто разговаривал с военным одним, который командует одним подразделением с ядерными боеприпасами. Я ему говорю, физически там практически есть возможность нажать там, ударить там куда надо. Да, есть. Это же не надо исключать, что, например, если станет вопрос существования или несуществования режима Зеленского и военной машины Украины, то у Украины нет козырей. У Украине никто еще не завез ядерную бомбу. У Украины нет там таких ракет, да. А у Украины нет козырей. Если станет вопрос жизни и смерти России, не знаю, например, ВСУ заходит там в Химкинский округ там, или куда-нибудь на Варшавское шоссе, уже танки едут.
то почему бы России не применить ядерное оружие для своей защиты? У России есть куча таких способов, да, избежать полного разгрома и поражения. Просто Россия всегда оглядывается на международную практику, на западных партнеров, на создание прецедентов. У России есть свои, между прочим, есть такие слухи, опять мне птицы напели на даче, что как раз вот последний визит Путина в Китай, Си Цзиньпина, помимо всего прочего, обсуждения всяких там «Силы Сибири-2» и всего остального, Китай первый, кто протестует против использования тактического ядерного оружия и эскалации в Европе. Китаю это вообще не надо. Представьте себе, что такое для Китая. Это основной его торговый партнер, Европа. Потеря рынка 800 миллиардов долларов. Что такое для Китая потеря Балтийского пути? Вы же знаете, что очень много сейчас по железной дороге прям кратно увеличилась транспортировка китайских грузов через Балтийские порты. И если раньше там Приморскую услугу отгружали какую-то нефть и товары принимали туда-обратно, сейчас чисто китайский экспорт идет по этим путям, потому что на юге нестабильно, у Китая там есть риски, и он предпринимает попытки. Как Путин может начать эскалацию вот такого характера, да, когда, возможно, страны НАТО ответят или натовский блок в ответ начнет эскалацию на Балтийском море без совета с Си Цзиньпином? Он не может это сделать. Вы поймите, что потеря поддержки Китая для России сейчас, она катастрофическая может быть. Абсолютно катастрофическая. Поэтому он не имеет права такое делать без совета с Си Цзиньпином. То есть, он не может сказать... Я так понимаю, что они посоветовались. Конечно. И вот речь идет о том, что Путин сейчас полетел к Си Цзиньпину, значит, поговорить на ту тему, а где те пределы, где мы можем работать, да, потому что если вот сейчас вот говорят, разговоры идут о втягивании Беларуси в этот весь конфликт, либо с территории Беларуси может начаться там наступление, либо с территории Беларуси могут полететь какие-то средства поражения. И Зеленский не просто так угрожает Лукашенко, что там сметем всех, уничтожим. Но вы понимаете, это все угрозы. Даже с Беларуси. Во-первых, в Беларуси находится пару десятков крупных китайских предприятий. Во-вторых, в Беларуси находится транзитная зона китайская. В-третьих, Польша и граница с Европой является транзитной зоной для китайских грузов. Они продолжают туда идти. Вопрос. У тебя есть главный твой партнер, стратегический партнер, с которым подписано соглашение о вечном мире и дружбе, стратегической взаимопомощи, а ты ему берешь и нож под лопатку тем, что ты на 300 миллиардов сокращаешь его экспорт. Вопрос, а куда денутся эти сотни миллионов людей в Китае, которые этот экспорт обеспечивают? Да, давайте развернем эту историю. Да. Получается, это выгодно Зеленскому. Подергать за усы Лукашенко и вызвать огонь, вызвать полосу нестабильности. Конечно, так это не только Зеленскому выгодно, а это выгодно его хозяевам, это выгодно Вашингтону. Лишить Китай части экспорта, возможности экспортировать, да, то есть создать Китаю проблемы на 300 миллиардов. А я напомню, что внешнеторговый оборот США с Китаем сейчас упал до 500 миллиардов, хотя должен был быть триллион уже. А Европа больше. Европа является более крупным партнером Китая. Другой вопрос, что Европе от этого не поздоровится. Если будут нарушены торговые цепочки и связи, в Европе ни одна машина не сойдет с конвейера, ни один автомобиль, ни один станок не будет произведен, потому что там очень много комплектующих из Китая. То есть, Китай потеряет экспорт и деньги. Европа фактически будет остановлено промышленное производство. В Европе начнутся аварии на энергетических объектах и на объектах, критических объектах инфраструктуры связи, которые вообще очень сильно зависят от Китая, понимаете? Может сотовая связь даже пропасть. Так вот, конечно, это желаемый результат. Чем сейчас занимается американская администрация? Они опускают Европу, да, то есть они ее не сводят в состоянии такого феодализма, просто деиндустриализуют по максимуму, они обедняют население, они стараются вывести оттуда самых работоспособных, самых мыслящих и самых богатых людей в США, как единственное возможное убежище. Все их
их производство. Конечно, это все складывается, и Зеленский здесь выполняет задачу чрезвычайной важности для американцев и для глобалистов. И, конечно, нанести поражение Китаю, я напомню, в американской военной доктрине там есть 4 пункта, где Китай главный. И, между прочим, в этих 4 пунктах Россия вообще не упоминается. Вот. Поэтому, конечно, здесь надо смотреть на это. Да, для, например, Литвы, как государства, начало военного конфликта с Россией – это национальная катастрофа. Да, конечно, они бравируют, бьют себя пяткой там, или там, кулаком в грудь и говорят, да мы здесь, да у нас бригада НАТО здесь, да мы вам всем покажем. Но просто надо понимать, что когда полетит туда, там не так много, это не Украина. Там не так много объектов. Там пару миллионов населения. И, я не знаю, России хватит один раз, один залп сделать. Это первое. Второе. А Литва не располагает теми средствами РЭБа, защиты и ПВО, которыми располагает Украина. И тем опытом борьбы с этими летящими целями. России ничего не стоит отправить туда 1000 шахедов в эту Литву. И она погаснет за один день. Ее просто... Это не Украина, это совсем другое. Поэтому для них это катастрофа. Но они точно так же выполняют задачи. Потому что такие страны, как Литва, например, там маленькие страны, Швеция, Финляндия, у них, как бы вам сказать, суверенитета ровно настолько, насколько вот они и есть. Ну, его нету. И нет, это, у таких стран не может быть суверенитета. Какой-то суверенитет есть у Китая, у Ирана, там, у России какой-то. Есть, и они там должны принимать свои решения. А у этих не получится. Поэтому все идет к этому. И мы с вами видим сейчас подготовку к началу открытия театра боевых действий на европейском континенте. С другой стороны. И это будет точно. Ну, без этого никак. Тут же просто, смотрите, мы сталкиваемся с реальностью. Опять-таки, мы, давайте, с позиции просто так проще, да, чтобы на что-то опереться. Значит, давайте попробуем опереться на то, что задача, чтобы это все продолжалось и дальше тянуло соки, и дальше жило. Я имею в виду войну, боевые действия. То включение Беларуси делает прыжок через Украину, потому что вот сейчас же тут те разговоры, мы там перерезали сухопутный коридор, уже нарисовали автодорогу из Польши, да, в Киев, ну там по северу. Если поджигается Беларусь, то это тоже автодороги нет. То есть мы понимаем, что война вот сценарно большая вот эта вот Европы с Россией, с закрытой Балтикой, с прибалтийскими странами, с Белоруссией, там поляки, вот это все, Калининград как эксклав, она возможна только когда Украина пройдет. Потому что нам говорят, что у России нет сил, да, нам говорят, что в принципе, да и европейцы говорят, вы еще повоюете, нам еще нужно. Так, а может перескочить этот зубец этих шестеренок? Ну, смотрите, если Украина придет к какому-то миру, если там все закончится, вы же понимаете, что у России высвободится 1 миллион человек, которые могут поехать в Прибалтике, да, на гастроли. А пока идет Украина, и пока там ситуация, я бы не сказал, что она расслабляющая, абсолютно не расслабляющая, она требует внимания ежедневно, ежечасно, еженочно, то, конечно, мобилизовать какие-то силы для прибалтийского театра военных действий будет достаточно сложно. Но надо понимать еще и другое, что размеры самих прибалтийских стран, если оттуда пойдет агрессия, будет объявлена там война и будет объявлена операция против них, да, они не требуют отвлечения огромного ресурса сил. Они требуют сущности ракет, они требуют ударов чего-то там беспилотников, возможно, даже тактическое ядерное оружие, которое, опять же, я повторюсь, с моей точки зрения, Россия его никогда не применит даже по Прибалтике до тех пор, пока американцы не расщеклят эту тему в Иране. Вот этого не произойдет. Для того, чтобы нанести стратегическое поражение России и Китаю, значит, что нужно сделать? Нужно, первое, сделать России очень больно, невыносимо. Для того, чтобы после 2-3 дней вот этой атаки, если она и будет, и там не будет затяжной войны, Россия, Литва, там 5 лет войны. Нет, такого не будет.
Там будет просто обмен какими-то ударами 4-5 дней. А после этого появится наш миротворец рыжий, который скажет: все, ну хватит, давайте уже договариваться, давайте будем договариваться. Вот это самое главное, его тема. Давайте делать Он не сделки. может договориться. Ну, не может, не получается у него договориться. Он не у него не получается договориться, пока, как бы вам сказать, пока у руководства стран национальных есть свобода выбора какая-то. То есть, эти страны решают, они могут договориться или нет. Вот у Ирана есть свобода выбора. Да, Иран решает, договариваться ему с Соединенными Штатами, вывозить уран куда-то, останавливать его обогащение до 3% там, или до 6%, или вообще там прекратить. У него и либо продолжать блокировать Ормузский пролив. Они соотносят свои желания. А когда, например, после 4 дней вот та же Литва, допустим, столкнется с тем, что там не будет электричества, эта Украина располагает огромным количеством ТЭЦов, топливных котельных, всяких атомных электростанций, куча всяких 750 кВА линий. В Литве система энергоснабжения достаточно простая. Да? Там 2 удара ракетами, она закончилась, эта система снабжения. Она просто, там гораздо проще. Понимаете, и они будут уже прижаты, то тогда, да, надо договариваться. Второй момент. Если России покажут, что готовность, что НАТО вот уже готово, хотя там по данным российской разведки НАТО сейчас не готово в 26 году. Пока не готово. В 28 году будет более готово. Наверное, к 30-му, к 29-му будет совсем готово. То тогда, да, наверное, можно будет договариваться. О чем можно будет договариваться с Россией? Не просто, что мы вас победили, сдавайтесь и платите нам репарации. Нет, нет, нет. Можно будет договариваться о следующем. Что, смотрите, давайте вообще все останавливаем. И вот эту Прибалтику, и Украину останавливаем. Но с одним условием. Вы разрываете отношения вот эти стратегические с Китаем. И вот под это и все условия вам сделаем. И не то, что там часть санкций вернем или еще чуть. Полностью восстановление. За свои деньги восстановим северные потоки. Вообще сделаем все на свете. Откроем все свифты. Снимаем абсолютно все санкции, которые были введены с 24 апреля 2022 года. Но одно условие. Прекращение сотрудничества с Китаем. Вы получите все, что вы хотите, но одно условие. То есть, в настоящих условиях, вот в текущих, предлагать такое, ну, это ни о чем. Потому что, ну, там, Россия не согласится. Россия, в принципе, должна не согласиться и тогда, когда ее припрут к стене, и откроют 2 театра военных действий. В Приднестровье и в Прибалтике, например. И Белоруссия туда же. То есть, в этом случае. Но, вы знаете, я сейчас очень интересно наблюдаю за такой штукой. Есть уже мемы появились с высказываниями Лукашенко. Как же ему нравятся ракеты. Как он любит вот эти ядерные пуски из Беларуси. Как он сделал. И у меня тут такая, знаете, появляется аналогия с йеменскими хуситами. То есть, сам-то Путин что? Он нормальный. Он передал Лукашенко ядерное оружие. А Лукашенко взял и неправильно им распорядился. Ну, пожурим его или снимем там. Но это же не я сделал. Что? Это типа сделал Лукашенко. Ну, вы думаете, опять же, что годы отношений с Лукашенко Путин готов разменять на ядерную какую-нибудь там историю? Нет. И Лукашенко ни на что не готов. Но если возникнет ситуация, когда надо будет применить ядерное оружие тактическое, допустим, которое есть у Лукашенко, оно у него стоит, то Лукашенко его сможет применить с тем, чтобы как бы опираться по чужим флагам. Чтобы Путин сказал: да я ничего не применял. Я у него разместил на территории. Ему там кто-то угрожал. И он его применил. Но еще раз говорю, это все невозможно без согласия Китая. А уж получено это согласие или нет, мы с вами не знаем, потому что мы не были на закрытой части встречи Си Цзиньпина и Путина. Есть такое согласие у Путина или нет Китая? Китай должен дать на это согласие. Но я думаю, что сейчас время, как ни странно, время вот сейчас, оно работает больше на Россию и Китай, да, чем на Запад и Украину.
Вот затягивание этой войны дальше, оно не работает на благо Запада Украины в этой войне. Никак. А работает на Россию и Китай. Если России удастся сохранить... А сейчас, кстати, проведена операция по большим чисткам в блоке ВПК России. Там найдены большие злоупотребления. И там куча народу уже посажена, схвачена. И, возможно, там сейчас появится еще какое-то развитие. Хотя, честно говоря, на Западе аналитики и так удивляются, как Россия может производить такое количество оружия самостоятельно. Она же в изоляции, в полной. Россия, все, что она делает сама. Украина, все, что имеет, получает от западных партнеров. Вот те же 38 шведских Гриппенов, если они будут получены в 2027 году, ну, правда, до 2027 года надо дожить, да, вот, то это будет там какой-то вундерваффе. Не будет. Я скажу, не будет. Это не будет ничего. Единственное, что эти Гриффины могут сделать, они могут из аэродрома уже 100 раз расстрелянного Староконстантинов подниматься в воздух и сбивать воздушные цели, которые летят на Киев или по всей Украине. Вот это они могут делать, да. Но поскольку эти самолеты, поднявшись на высоту выше 5000 метров, становятся легкой добычей для российского ПВО, принимать активное участие в боевых действиях на Донбассе, на востоке Украины, они не смогут. Они туда просто не долетят. Так же, как российские истребители не летают над линией боевого соприкосновения, а они просто делают там или неуправляемыми ракетами бомбят с достаточно безопасного расстояния. Так что здесь перспектив для продолжения этой войны очень много. И чтобы эти перспективы были не иллюзорными, а правильными, то и Украина, и Россия должна вводить какие-то новые вооружения, новые технологии. Ну, потому что война же не может стоять на месте. Во-первых, Украина является исключительным испытательным полигоном для всей западной техники, для беспилотников, для ракет, для систем военного управления и логистики. Украина – это вообще школа жизни военной. Поэтому прекратить они это не могут. Если они прекратят украинский конфликт, то они потеряют, они упустят возможность вот эту совершенствоваться на поле боя. То есть, они могут отставать. А в это время разработки там до России могут продолжиться. И я скажу, что они не стоят, потому что в России много чего сейчас делается. Работают независимые КБ. Причем, они растут как грибы после дождя. Россия сделала свои выводы. Россия научилась в том числе у Украины, что не обязательно это делать централизованно через огромные оборонные комплексы, а просто создаются ООшки, которые набирают людей, и у которых есть одно направление. Например, совершенствование какого-то оружия. Например, безэкипажных катеров. Подводных безэкипажных катеров. По которым там типа сейчас пробел. А завтра они будут очень востребованы. Во всем мире будут востребованы. И ситуация будет развиваться с обеих сторон. Украина будет совершенствовать свои средства нападения, включая беспилотники. Мы уже сейчас с вами понимаем, что старой войны не будет. Танкам на поле уже практически делать нечего, потому что их срок жизни, ну, как только выехал из укрытия, там, минут 15, наверное, до того, как его подобьют. Но, тем не менее, смотрите, королева войны артиллерия решает вопрос. Оказывается, она, вот именно артиллерия с обеих сторон, да, она губит максимальное количество личного состава. Системы вооружений будут развиваться, бесконечно они будут развиваться, но война будет стоять на месте. Войну может решить только работа не по правилам. То есть, если кто-то, например, Россия захочет перевернуть стол. Ну, вот как я уже вам сказал, рецепт, да, там закидать дата-центры, узлы связи в Киеве, именно через Киев. В Киеве находятся эти узлы связи и дата-центры. Ну, нам иранцы, кстати, показали. Все как-то так пропустили мимо ушей, а на самом деле они же говорят: смотрите, вот карты, вот адреса, дата-центры. В Украине Днепр, там Киев, другие города, Харьков. Да. А Так, Россия вы по ним не смотрите. бьет. Да, а вы ответьте себе на вопрос, как простой обыватель. А почему? Ну, ладно, там Бескидский тоннель, там мост, затока, маяк, там и все эти 3 моста, Западная Украина. А почему не бьют по дата-центрам? Ну, а почему, так сказать, а почему Украина не бьет по российским дата-центрам? Они же знают, они вон прям в Гугле есть. Вот набери дата-центр, там, речной вокзал. Знают, куда бить. Нет, туда ничего не летит. А я вам скажу почему. Потому что центр управления, если уничтожить центр управления, война может как-то по непонятному пойти протоколу и очень быстро закончиться. Понимаете?
А, видимо, пока такая задача не стоит войну заканчивать сейчас. Потому что все взаимосвязаны. Вот как я вам говорю еще раз, что, например, Путин не может принять решение в одностороннем порядке. Да я сейчас там, если даже атака на Калининград будет, да я сейчас там тоннель пробью. Слушайте, Там, нет, да? ну подождите, ну Зеленский же принимал решение, разрешал парад в Москве. Ему, правда, сейчас спрашивают, а что ты не издаешь указ, чтобы запретить России бить по Киеву? А Зеленский, нет, Зеленский, дело в том, что он действует в рамках повестки. И все, что бы он ни сделал плохого для России, ну не очень плохого, а такого средней плохости, это все будет ему в плюс. Это все нормально. Вот, поэтому, да, Зеленский будет бить по НПЗ и так далее. И вообще, я вам говорю, что вот это, знаете, мистификация Зеленского, что он такой стратег, он там сидит в своем бункере и точки на карте рисует, куда кто-то будет бить. Он же этим не занимается, как вы понимаете, да? Зеленский занимается тем, что ездит по разным странам, договаривается, просит деньги, а все эти точки определяет в британском генштабе, и всем этим занимаются офицеры Ми-6. Они знают, где именно, причем, когда летит НПЗ, если вы видели большой НПЗ, я вот часто проезжал, там московский НПЗ на МКАДе стоит, Капотни, огромный. И Ярославский НПЗ, нефтеоргсинтез, и Рязанский НПЗ. Это, короче, вы знаете, это большой квартал размером с районный центр. Это огромный квартал. Туда, допустим, туда вы направляете 20 беспилотников. В России сейчас, Москва хорошо охраняется, 19 из них собьют. Один должен куда-то прилететь. Так вот, именно та точка, куда он должен прилететь, чтобы остановить переработку нефти, это непростая задача. Это еще надо знать, с какой стороны подлететь и куда ударить. Если вы просто ударите по какой-то емкости с мазутом, он загорится, его потушат, ничего не случится. Завод не остановится. Надо ударить именно в возгонную колонну, где синтез происходит. Вот если по синтезу ударить, вот эта сама колонна, она, во-первых, стоит 180 миллионов долларов, во-вторых, ее в России не производят, ее надо везти из Америки или из Китая, если получится, или где-то там договориться ее взять. И ее монтаж занимает 8 месяцев. Ремонт может занимать 2 недели. Просто смотря куда ударить. Вот если ударите по верхней ее части, то просто придут сварщики и заварят ее. И она опять запустится. А если знать, куда ударить этим беспилотником или этой ракетой, надо знать именно точку. Так это не компетенция вооруженных сил Украины и специалистов в нефтянке. Этим всем занимаются Ми-6. У них есть все чертежи этих предприятий. Они знают с точностью до метра, куда именно надо ударить, чтобы остановить НПЗ. Поэтому, конечно, я не знаю, почему там российская пропаганда стесняется об этом говорить. Кое-кто иногда говорит, да, что, в принципе, все удары наносятся и все управление идет оттуда. И, кстати, вот эти удары по штабам управляющим, удары, да, говорят о том, что, да, российское руководство знает, кто именно руководит, откуда руководят и где именно они находятся. Почему-то нам вот для того, чтобы, смотрите, вот у российского общества никто не развивает ненависть к этому Западу. До сих пор президент России называет партнерами западные страны, да, до сих пор какой-то вот дух Анкориджа, дух еще чего-то там, какой-то дух летает здесь. Хотя понятно, что война идет с коллективным Западом, с Соединенными Штатами. Украинцы в это не верят. Украинцы борются за свою свободу, за независимость своей страны. На самом деле, они борются за Ваала, сатаниста, коалиции Эпштейна. И, в общем, за победу всего вот этого западного мракобесия демократического. Но их интересы никто не берет в расчет. Потому что если оценивать руководителей любой страны, его оценивать всегда нужно по 2-3 параметрам. Первое, население страны растет или уменьшается. Второе, границы страны увеличиваются, она расширяются или уменьшаются. Да? И третье, производство вообще, промышленность, прогресс, что-то новое строится, инфраструктура строится, или она разрушается и не ремонтируется. По всем этим 3 параметрам Зеленский худший руководитель Украины за всю ее историю. Да? Потому что сократить население в 2
2 раза. Ну, это вообще мало. Да, понятно, что он может сказать, что вот смотрите, идет война, я здесь ни при чем, я типа обороняюсь. Но с другой стороны, как бы он именно тот человек, который туда поставлен в нужное время и в нужное место. Он своих целей добивается очень уверенно. Чтобы точку поставить в нашем сегодняшнем разговоре, Геннадий, я бы хотел вот такой вопрос задать. Есть мнение, что, ну вот, весь мир же был в ковиде, помните? А война в Украине его просто выключила. Кто там найдет свой старенький сертификат с бустером или с какой-нибудь там прививкой, QR-кодиком или как там приложение? Ну, как бы такое, да? Сейчас то, что Трамп раскручивает с инопланетянами, это будет новая такая пандемия. В американском сегменте соцсетей блогеры прям так и говорят разное, так и предполагают, что специально выдают, какие есть инопланетяне, серые, там, похожие на рептилоидов, на насекомых, шведы, да, ну, типа высокие люди-великаны. Они показывают эту классификацию и, в общем, эту как бы порционно выдают информацию, чтобы в один прекрасный момент всех загнать в новую реальность, отменить всякую религию, условно показать нам инопланетян и использовать их или как созидательную надстройку с общей мировой религией, верой в какого-нибудь там глазатого, чешуйчатого или какого-нибудь там инопланетянина под это мировое правительство, или как угрозу, что давайте все бразды, все ресурсы, вся власть в единую корпорацию мирового какого-нибудь там президента всея планеты, который будет это все собирать, чтобы отразить инопланетное вторжение. Звучит, конечно, как какая-то научная или ненаучная фантастика, но мы же видели, как это работает. Вот так, по щелчку. С войной в Украине все закончилось с вирусом. Могут ли пришельцы закончить войну в Украине? Да, безусловно, так оно и будет. Это абсолютно для этого и готовится, потому что в любой ситуации побеждает тот, кто мыслит на 7, на 10 шагов вперед. И у которого на вопрос, как ты ответишь на эту угрозу, а вот если так будет, то что ты сделаешь? У них уже заготовлен вопрос. А у них впереди стоят угрозы. Во-первых, угрозы проигрыша в войне с Ираном. Во-вторых, угрозы начала, если сухопутная операция начнется США против Ирана, гражданских волнений и даже захвата Капитолия военными в знак протеста, если пойдут гробы, большие гробы пойдут с военными американскими. Во-вторых, растущий американский долг, который достиг 39 триллионов, и выплаты по нему уже достигают 2 триллиона в год. С этим не справиться. Здесь никакие математические модели не помогут. А вот если это все нахлынуло, вопрос к Трампу, а что ты будешь делать в такой ситуации? А он скажет, а вот инопланетяне, пожалуйста. И, конечно, к этому вопросу очень серьезный будет подход. И не случайно там все эти 14 ученых, которые пропали все по одной и той же схеме. Причем пропали с личным оружием. Это вообще телефоны оставили дома. Ну, вот представляете, вот вам дадут инструкцию. Александр, слушайте, мы сейчас делаем вид, что мы вас похитим. Ваша задача оставить дома мобильный телефон, прихватить с собой табельное оружие, которое у вас есть, вот, и выйти без машины, обязательно без машины, пешком или на велосипеде в какую-то сторону, а дальше вы там пропадете. Это вот именно все для этого вот сделано. Потому что если бы эти ученые были живы, они бы, конечно, оспорили эту Артемиду операцию, этот полет, облет вокруг Луны, да и вообще всю космическую программу американскую. Там очень много вокруг этого, очень много данных и исследований. И вот эти исследователи, которые пропали, да, они могли бы это доказать. Поэтому, конечно, как только случится нашествие инопланетян, вот сейчас мы с вами обсуждаем конфликт европейский, крупный, 4,5 года идет война. Это всех интересует, все смотрят. А когда будет объявлено о вторжении инопланетян, и все главные каналы мира покажут этих самых инопланетян, а вы знаете, что их там показать вообще никаких вопросов нет, то, конечно, будут востребованы сразу же, как при пандемии, вирусологи, биологи, ученые, которые будут приглашать на разные телешоу, объяснить людям, что это такое, как от этого спасаться. Да? А вот когда начнется нашествие инопланетян, то, конечно, будут востребованы уфологи.
Прежде всего. Да, понятно, что и физики, и астронавты, и другие ученые, но уфологи, их как раз всех и убили. Именно убили тех, которые были связаны с секретными материалами, работали в центре Лос-Аламос, имели доступ к секретным папкам. Именно этих людей убили. Поэтому нам покажут фейковые вторжения инопланетян, которые, кстати, для этого будут принесены жертвы. Вы же знаете, что любое фейковое вымышленное событие без жертв, оно никак не общественность не напрягает. То есть, из этого нельзя сделать мировую проблему. Вот там башни и близнецы погибло достаточно большое количество людей. Было очень много жертв. То же самое с инопланетянами. Они прилетят, куда-то высадятся, убьют 200-300 тысяч, уничтожат пару городов. И, например, и поставят какой-то ультиматум кому-нибудь. А кто у нас глава мира? Мы же с вами с детства смотрим все фильмы про инопланетян и знаем, что инопланетяне всегда стараются договориться с американцами. Потому что все остальные клопы, как Америка скажет, так и сделают. Поэтому они начнут договариваться с Дональдом Трампом. И именно с Дональдом Трампом. Не со следующим президентом США, не после Дональда Трампа. А Дональд Трамп у нас здесь будет сниматься в роли переговорщика с инопланетянами. После переговоров вышит и скажет «We make a deal». То есть, все, у нас все, мы хотим сделку. У нас сделка сделана. Так, слушайте сюда внимательно. Для этого надо. Следующее. Получается цирк. Значит, да. Остановить войну России и Украины он не может, а с инопланетянами может. Ну, потому что надо, потому что это его инопланетяне, понимаете? А остановить войну Украины он не может и России, потому что ее не надо останавливать тем, кто стоит за ним. Если бы ее надо было, вы же сами знаете, что войну России и Украины можно 2 звонка надо организовать, телефонных. Те, кому надо, позвонят туда, куда надо, и просто она будет остановлена. Позвонят Зеленскому, если он вообще там командует. Или позвонят руководителю Центркома, Центрального командования Вооруженных сил США в Киеве. И скажут, чувак, звони нашим, там все останавливаем. И все, и она будет установлена. Это никакой не вопрос. Я в это свято верю, я абсолютно уверен, что это именно так. Надеем был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. До свидания, Александр. Всего доброго. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся.